В день родов суррогатная мать по имени Джессика родила двойняшек. Но вскоре анализ ДНК раскрыл шокирующую тайну, которая перевернула ее жизнь с ног на голову. Когда Джессика лежала в родильном отделении, ей очень хотелось, чтобы убрали непрозрачную ширму, чтобы она могла видеть, что происходит. Она предпочла местную анестезию, чтобы оставаться в сознании во время кесарево сечения близнецов. Ее переполняло предвкушение встречи с малышами. Несмотря на то, что биологически они ей не принадлежали, у нее возникла крепкая материнская связь после того, как она вынашивала их почти 9 месяцев. Слезы навернулись на ее глаза, когда она услышала громкий крик первого ребенка, свидетельствующий о его хорошем самочувствии. Когда появился на свет второй малыш, она прикрыла рот рукой, ее дыхание участилось от радости. При виде здоровых мальчиков-близнецов ее сердце забилось чаще от счастья. Медсестры унесли младенцев, чтобы вымыть и перепеленать их. Джессика с нетерпением ждала, ее волнение было ощутимым. Тем временем врачи остались, чтобы закончить свою работу, зашив ее и сообщив, что скоро ей дадут успокоительное, чтобы она отдохнула. На лбу у нее появились морщинки, когда она задумалась, почему дети так долго не возвращаются. Следующие слова доктора поразили ее, как удар кинжала в сердце. «С сожалением сообщаем вам, что встреча с близнецами будет невозможна. Их биологические родители отказались от этого в соответствии с условиями контракта о суррогатном материнстве», — пояснил врач. Джессика запротестовала, настаивая на том, что у нее была договоренность с парой, биологическими родителями близнецов, о том, что они будут видеться с малышами в течение часа после рождения. Однако врачи отнеслись к ней с сочувствием. Соглашение было только устным и не имело юридической силы, поэтому у нее не было возможности обратиться за помощью. Джессика почувствовала, как ее захлестывает волна предательства. Ее сердце бешено заколотилось, когда она спросила себя, «Почему я доверилась им?» Пара проделала долгий путь из Китая в Соединенные Штаты. Их неспособность к зачатию естественным путем побудила их обратиться к суррогатному материнству как к наиболее приемлемому варианту. Однако суррогатное материнство в Китае было запрещено законом, что вынудило их искать альтернативы за границей. Их единственным выходом была поездка в страну, где суррогатное материнство было легальным, например, в США. В то время, когда китайская пара готовилась к свадьбе, Джессика ухаживала за своим 6-месячным сыном. Он был ее вторым ребенком в браке с Мартином. Хотя у них не было планов заводить еще детей, их будущие цели в значительной степени зависели от финансовой стабильности. Во время планового осмотра и вакцинации своего сына Джессика обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются другие женщины в больнице. Она случайно услышала разговор о суррогатном материнстве своей подруги, и у нее родилась идея. Вернувшись домой, она обсудила с Мартином возможность стать суррогатной матерью. Сначала он не был уверен. Джессике потребовалось несколько дней, чтобы четко донести до мужа свое видение. Как только он понял, они начали изучать агентство суррогатного материнства. Они выбрали агентство Omega Family Global, расположенное в Сан-Диего, из-за его отличных отзывов. Пара была в восторге от своего выбора. Руководство и социальные работники Omega были исключительно добры, гостеприимны и поддерживали Джессику и Мартина. Как новички в этом деле, они в значительной степени полагались на опыт клиники, в том числе на рекомендации юристов. Юрист, рекомендованный Omega, ознакомился с соглашением Джессики с китайской парой, заключенным при содействии агентства по суррогатному материнству. Китайская пара казалась отчаянной и искренней, но теперь их действия доказывали обратное. Когда Джессика лежала там, ее сердце ныло не только от физической боли, но и от эмоционального потрясения, вызванного тем, что она была лишена возможности увидеть детей, которых вынашивала в течение нескольких месяцев. Дни после родов были наполнены эмоциями и вопросами, на которые не было ответов. Джессика и Мартин обратились к Omega за поддержкой, но они мало что могли сделать. Контракт о суррогатном материнстве был четким, и, несмотря на устное соглашение пары, преобладали письменные условия. Джессика испытала непреодолимое чувство несправедливости и печали, осознав, что ее искренняя приверженность делу была омрачена юридическими нормами и невыполненными обещаниями. Джессике был 31 год,
и она была счастливой матерью двоих мальчиков. Китайская пара согласилась заплатить ей $30 000 за суррогатное материнство, а также покрыть все текущие расходы. Эти деньги принесли бы огромную пользу семье Джессики, позволив ей стать матерью-домоседкой и оставить свою напряженную работу старшей сиделки. Кроме того, эта сумма могла бы быть добавлена к их с Мартином сбережениям, что приблизило бы их к мечте о покупке дома. Однако мотивы Джессики выходили за рамки финансовой выгоды. Видя, с какими огромными трудностями сталкиваются многие женщины, пытаясь завести детей, Джессика решила, что суррогатное материнство — это способ вернуть долг. Она считала, что ей повезло быть фертильной и способной выносить детей. Родив своих собственных сыновей без осложнений и испытав глубокую радость от их воспитания, она захотела помочь другой женщине ощутить эту уникальную связь. В марте 2016 года Джессика впервые прошла имплантацию в Центре репродуктивной медицины. Перед этим она усердно принимала гормональные препараты, занималась спортом и придерживалась строгой диеты, чтобы подготовить свой организм к беременности. Несмотря на тщательную подготовку, первая попытка имплантации оказалась неудачной. Однако Джессика не унывала. Медицинские работники с самого начала проинформировали ее о том, что редко удается забеременеть с первой попытки. Полная решимости и надежды, Джессика продолжила процесс. Каждый шаг приносил свои трудности, но ее решимость оставалась непоколебимой. Последующие попытки имплантации стали испытанием для ее терпения и стойкости, но она по-прежнему была сосредоточена на конечной цели — помочь нуждающейся семье. Во время второго испытания Джессики в апреле 2016 года в Центре экстракорпорального оплодотворения в Ирвине в ее матку был имплантирован единственный эмбрион мужского пола от этой пары. 9 дней спустя анализы крови подтвердили, что она беременна. На 6-й неделе беременности, к большому удивлению Джессики, ультразвуковое исследование выявило двойню. Вероятность многоплодных родов с помощью имплантации была невелика, и глаза Джессики расширились от удивления, когда она столкнулась с неожиданным поворотом событий. Стремясь внести ясность, она забросала врачей вопросами. Как могло случиться, что она носит близнецов? Врач объяснил, что, возможно, яйцеклетка разделилась, в результате чего родились однояйцевые близнецы. Джессика до конца беременности обращалась к другому врачу, и этот врач предположил, что она знает, что близнецы находятся в разных амниотических мешочках, а это значит, что они разнояйцевые, а не идентичные. Джессика, однако, не подозревала об этом различии. Когда китайская пара узнала о дополнительном ребенке, они были в восторге. Осознавая повышенный риск беременности Джессики двойней, пара добавила к первоначальному соглашению бонус в размере $5000. Когда приближался срок родов, ультразвуковое исследование показало, что младенцы находятся в неправильном положении, то есть их головки находятся не в том положении, которое необходимо для естественных родов. Единственным вариантом были роды с помощью кесарево сечения. На 38-й неделе у Джессики начались искусственные роды, и она успешно родила близнецов. Она отчаянно умоляла о том, чтобы ей позволили увидеть младенцев и подержать их на руках хотя бы 1 минуту, но ей не разрешили. Хотя сердце Джессики болело, она нашла некоторое утешение в том, что с близнецами все в порядке, и они находятся в одной больнице. Она решила поговорить с родителями, когда они приедут навестить их. На следующий день Джессику навестила миссис Доу, биологическая мать близнецов, в сопровождении социального работника Омега из агентства суррогатного материнства. Миссис Доу показала Джессике фотографию мальчиков-близнецов на своем телефоне. Внимательно рассмотрев фотографию, Джессика обратила внимание на разный оттенок кожи у малышей. Госпожа Доу быстро выхватила свой телефон обратно. Социальный работник Омега, услышав комментарий Джессики, успокоил ее, упомянув, что у нее дома были дети, которые при рождении тоже не выглядели одинаково, но со временем становились все более похожими. Мечты Джессики о том, чтобы подержать на руках малышей, казалось, отдалялись с каждым мгновением. Она изо всех сил пыталась понять, почему ее так долго не пускали к близнецам, которых она вынашивала. Однако в январе, через месяц после родов, Джессика получила сообщение от миссис Доу с фотографией младенцев.
Сообщение гласило: «Задумывались ли вы о том, почему они такие разные?» Джессика сразу почувствовала, что Министерство здравоохранения задавало вопросы о происхождении одного из младенцев. На фотографии было отчетливо видно, что младенцы совсем не похожи друг на друга. Один мальчик явно был азиатского происхождения, в то время как у другого были черты ребенка, у которого один из родителей был афроамериканцем. Госпожа Доу сообщила Джессике, что она ожидает результатов анализа ДНК, поскольку китайское посольство требует подтверждения генетического родства перед выдачей паспортов. Неделю спустя Джессике прислали результаты анализа ДНК, которые показали немыслимое. Только один из младенцев был родственником китайской пары. Джессика была ошеломлена. Телефон выскользнул у нее из рук, и она вскочила так быстро, что у нее закружилась голова. Часто дыша, она принялась расхаживать по комнате, прижав одну руку к колбу, а другую к бедру. Неужели Центр ЭКО допустил ошибку? Они перенесли 2 эмбриона вместо одного. Это открытие вызвало бурю недоумения и шока. В голове Джессики роились вопросы. Как могла произойти такая серьезная ошибка? Она обратилась в Центр ЭКО за ответами, потребовав провести тщательное расследование этого вопроса. Последствия этой ошибки были огромны и затронули не только китайскую пару, но и Джессику и ее семью. Дни превратились в недели, и Центр ЭКО начал расследование, чтобы выяснить, как произошла ошибка. Джессика с нетерпением ждала результатов, ее эмоции колебались между гневом и недоверием. Ошибка перевернула ее жизнь, втянув в сложную юридическую и эмоциональную борьбу. Она чувствовала себя преданной системой, которая должна была оберегать такие драгоценные моменты. Тем временем Доу столкнулась со своими собственными проблемами, пытаясь справиться с неожиданным поворотом событий. Ситуация обострила отношения между Джессикой и супругами, так как доверие было серьезно подорвано. Не желая, чтобы эти вопросы нарушали ее душевное равновесие, Джессика позвонила своему социальному работнику из Омега и все объяснила. Она не поверила, когда социальный работник заявил, что оба мальчика азиаты, несмотря на результаты анализа ДНК. Доказательств было предостаточно, но вместо того, чтобы признать это, сотрудник продолжал прикидываться. Джессику осенило, что сотрудник клиники и миссис Доу, вероятно, знали, что оба ребенка не азиатского происхождения, но скрывали этот факт, чтобы избежать ответственности. Джессика сообщила своему мужу о последних событиях. Они подозревали, что второй ребенок, Макс, был их биологическим сыном. Джессика с ее бледной кожей и Мартин африканского происхождения потребовали провести анализ ДНК. Неделю спустя анализ ДНК подтвердил, что Макс действительно был их биологическим ребенком. Они были шокированы, но испытали облегчение от того, что правда всплыла на поверхность. Они ожидали, что Омега немедленно вернет им Макса, но агентство удержало ребенка. Затем клиника начала требовать денег от Джессики и Мартина, утверждая, что они понесли расходы по уходу за Максом, поскольку китайская пара решила, что не хочет иметь с ним ничего общего, потому что он им не принадлежит. Сначала Джессика и Мартин подумали, что это шутка. Но по мере того, как проходили дни, а клиника сохраняла свою позицию, пара была ошеломлена неверием, шоком и ужасом. Агентство, которому они доверяли, предало их. Они оказались втянуты в юридическую и эмоциональную борьбу, пытаясь вернуть Макса домой. Сердце Джессики сжималось каждый раз, когда она думала о потерянных неделях, о тех важных моментах, когда она теряла связь со своим сыном. Несмотря на трудности, Джессика и Мартин остались непреклонны в своем намерении вернуть Макса домой и начать ту жизнь, которую они для него представляли. Их история высветила темную сторону суррогатного материнства и необходимость строгих правил для защиты всех вовлеченных сторон. Они подали иск против Omega Family Global и клиники по лечению бесплодия, обвинив их в халатности и потребовав вернуть Макса без дальнейших финансовых требований. Омега пыталась оправдать свои действия, утверждая, что они действовали в интересах ребенка. Они утверждали, что были не готовы к такой необычной ситуации и понесли расходы по уходу за Максом. Джессика и Мартин возразили, что эти расходы были вызваны собственной небрежностью Омега и что они не имели права удерживать Макса в качестве залога. Тем временем СМИ узнали об этой истории.
Джессика и Мартин решили придать ее огласке, надеясь, что внимание прессы окажет давление на Омега и клинику по лечению бесплодия, чтобы побыстрее решить проблему. Их история получила широкую огласку, получив поддержку многих, кто сочувствовал их тяжелому положению. Общественное мнение было твердо на их стороне, и многие были возмущены действиями Omega Family Global. После нескольких недель интенсивного юридического давления и давления со стороны СМИ Omega наконец уступила. Они согласились вернуть Макса его биологическим родителям без дальнейших требований. Встреча была эмоциональной и горько-сладкой. Джессика впервые обняла Макса. По ее лицу текли слезы, ее переполняли любовь и облегчение. В последующие месяцы Джессика и Мартин стали страстными сторонниками реформы суррогатного материнства. Они настаивали на ужесточении правил и усилении надзора, чтобы другие семьи не пережили ту же травму, что и они. Дорогие зрители, что вы думаете по поводу суррогатного материнства? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.